Образец для изучения зараженных организмов. Можно обменять в фонде Генезис на ценные предметы. Геном зараженного и фонд Генезис. В этом видео подробный гайд, где брать и зачем. Поехали. Наконец-таки холодильник для рыбки, ёл-пал. Давно хотел приобрести. Друзья, всем огромный привет, с вами Харди, и мы продолжаем выживать в Last Day. Хорошо, да? Чик. Мне кажется, прям вот вообще то, что доктор прописал. И да, его еще надо апгрейдить. Без проблем, все тот же фонд Генезис. Но давай по порядку. Фонд Генезис открывается, когда ты первый раз в своей жизни получишь хотя бы единичку генома зараженного. В основном все игроки получают геном зараженного первый раз после того, как пройдут путь выжившего вкладку «Север». Надо сразиться с северным ужасом, победить Бориала и дают первые 300 генома. Также можно опередить время и открыть фонд Генезис гораздо раньше. Твоя задача просто получить геном зараженного хоть сколько. Даже вот эти 10 генома активируют и откроют новую вкладку «Фонд Генезис». Вот сверху информация. Кликни. Коротко и ясно объясняют, что и почему. Где доставать геном зараженного. Всякие уникальные события. Ну типа как сейчас вот охотничий инстинкт. Есть и другие события, где дают геном. Но, честно сказать, это очень дорого, и это не основной источник, где мы будем брать с тобой геном зараженного. Еще есть в каждом сезоне, но надо доходить до конца. Причем в бесплатных наградах. В платных его гораздо больше. Вот 300. Вот тут еще можно взять 120. На 79-м еще 160. И на 80-м еще 200. А основной источник — это, конечно же, задания боссов и сражения против них. На данный момент босс Бориал дает тебе 300 очков. И босс Консилиум еще 300. В скором времени добавится еще босс Болот. Это будет еще 300. Прежде чем сразиться с боссом, тебе надо выполнить 15 заданий. Каждое задание дает еще 10 очков генома зараженного. В день 30-очка будет прилипать. За 5 дней выполнения заданий 150 плюс босс. Это 450 очков. За 2 боссов 900. За 3 боссов 1350. Раз в 4 дня. Почему? Не в 5. Потому что после килла босса эти 3 задания обновляются уже спустя час. Итого каждые 4 дня ты можешь забирать 450 очков с каждого босса. Ну и конечно, куда же без доната. Мало того, что ты можешь просто взять и купить тонну себе генома зараженного, так ты еще можешь и доступ к боссу получить, Бориалу или Консилиуму, не выполняя 15 заданий. И да, эти задачи прекрасно выполняются за провиант. Посмотри, 10 очков мне дали моих. Ну это если нет времени выполнить эти задачи самостоятельно, да? Зашел в игру, 10 секунд готово, все задачи сделал за провиант. 4 дня и у тебя уже сражение с боссом. Но можно прекрасно, конечно, их повыполнять. Есть попроще, есть посложней. Естественно, на Бориала куда легче, чем на Консилиума. Других вариантов нету, где добывается геном зараженного. Да их и не надо. Этого и так достаточно. Выполнил 15 заданий, тебе дают 3 дня на то, чтобы сразиться с боссом Бориала. Ну или Консилиум. Или болотный босс, когда его добавят. Конечно же, у меня уже есть наиподробнейший гайд, как легко побеждать этих боссов. Босс Бориал. 1 факел и ракетница. Ну, лучше взять 2 факел на всякий пожарный, да? Чуть-чуть. Подстраховаться, так сказать. А это что? Ой, это вообще. Ха-ха-ха, блин. Это называется, ёб, дыхание дракона и дрон с огненными патронами. Ха-ха-ха. Все. Где такой взять? Уже нигде. Это история Last Day. Ну и поехали сразу к Консилиуму.
Консилиум, конечно, посложней, но тоже ничего опасного. Антиспоровая снайперская винтовка и обычная. Верному другу можешь одеть вот такую маску, и он еще будет помогать фигачить. И если есть дрончик, тоже лишним не будет. Рассыпется он вообще. Быстро. Полностью. Давай, мутант. Ой-ой-ой-ой-ой, да что вы говорите? Да ну вообще, да, не опасен. Верный друг поскок хавает. По 70, по 60. Неплохо, да? Ну вот, а я тебе о чем? Ай, блин, слизняки. А чё если это? Ну они лечат его, лечат. Засранцы этого. Белый газ. Блин, мужчины одолели вы. Дрончик, охраняй. Блин. Жестко, да? Ты понял, да? Одеваешь вот эту антиспоровую маску верному другу. И тогда вся атака идет, ну, пробивает, короче, она. Антиспоровую броню. Блин, это великолепно, реально. Так, все. Ребята, фас. Мальчик, фас. 70 урона. Ты понял, что? Верный друг хавает. Класс. Блин, ну, мне кажется, да. Все. Прощай, дядя Консилиум. Объезд топ верного друга. О, застыли паразиты. Все, хозяина потеряли. Повторюсь, подробный гайд есть у меня на канале. Плейлист гайды Last Day. Без верного друга, дрона, да, просто в нормальной сборочке спокойно его убиваешь, этого Консилиума. Ну и все. Фигачим этих боссов по откату, и будет у тебя тонна этого генома зараженного. На все хватит. Побежали домой. Теперь пройдемся по самому этому фонду Генезис и чё в нем вообще покупать. Самая главная покупка в фонде Генезис, которая изменила весь мир Last Day и баланс. Это, конечно же, он. Ремонтный стол. Во вкладке Север, которая была добавлена самая первая, да? Вначале Север добавили, потом острова и потом появилась пустошь. И еще должны появиться болота. Вот он. Стоит немало. 3600, если я не ошибаюсь. Я рекомендую тебе взять именно его. А что вообще тут есть? Ну, грубо говоря, на 3 категории можно разделить весь фонд Генезис. Какие-то полезные верстаки, станки и так далее и тому подобное. Типа как ремонт и верстак. Или, к примеру, собачью разгрузку. Откроешь, сможешь ее крафтить. Ошейник. Или та же самая маска. Есть также всякие вот такие вот хранилища экипировки. В общем, понятно, да? Уничтожитель спор, пока не купишь, ты его крафтить не можешь. Это первая категория, самые полезные. Вторая категория, не менее полезная, и это новая фишка, такого раньше не было. Ресурсы. Ёлы-палы, это самые простые линзы в игре Last Day. Ну реально, это очень круто. И многое другое здесь. То, что стоит, оно стоит недорого. Тот же йод и все остальное. Реально, это очень круто. Шестеренки, бери и покупай, ёлы-палы. 10 шестеренок, 350 генома. 100 шестеренок, 3500. Да легче 3500 генома нафармить через боссов, чем вот эти шестеренки навыбивать, реально. Сталь, пружины, ты все видишь. Блин, это реально очень сильно помогает. Вот эта штука вообще раньше была недосягаема. Только за донат. Теперь спокойно покупай за геном. Бессмертие, да? Одноразовое. Ну и третья категория. Всякие нужные и ненужные штуки-дрюки. Типа, да, вот, декорчики, усиление декоров. Ну как, оно нужно, да? Вот холодильник у меня под рыбу. Чем он будет больше прогрейжен, тем больше рыбы влезет. Или просто холодильник. Котейки, кстати, да? Пока не купишь много-много схем и не прогрейдишь кошачий дом, в экспедиции, значит, сможешь отправлять только одного котика. Купишь все улучшения, сможешь отправлять всех 4. А гараж с каждой новой модификацией
можешь производить новые всякие виды. И самый полезный навигатор на 2-м уровне гаража. Короче, это все имеет значение, и все это очень-очень круто, да? Давай все-таки дальше я подчеркну. Номер 1. Без вариантов ремонтный верстак. Конечно же, собачья разгрузка, но тебе нужен верный друг. Ну и подсобакиных шипастый ошейник, и во вкладке острова защитная маска. Вот это ерунда. Это значит у нас номер 2. Номер 3. Оставляй всегда геном зараженного, чтобы покупать нужные тебе виды ресурсов. Не покупай никакие скинчики, чтобы всегда ты мог взять, да, если тебе вдруг не хватает. Ну, может быть, номер 4 вот этот парень, потому что все-таки им хоть как-то можно поставить чоппер-стену. У меня, конечно, есть подробный гайд, как это делать. Но не знаю даже. Мне кажется, номер 4 это все-таки щенки Сен-Бернара и Добермана. Покупай их сколько влезет. Был бы геном. Ну а из них уже можно сделать топ-топ-топ самых топ-друзей. Да, это у нас новая фишка. Расширение территории. Все покупки, как ты понял, улетают на почту. В общем, был бы геном зараженного, да? А куда потратить найдешь? Улучшить. Еще больше рыбы. Давай сразу ее перетаскаем. Так, ребята. Блин. Дела вообще. Блин. Ну а с тобой был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот видос. Блин. Завалили говном базу. Ужас какой. Ладно, разберем. Не забудь поддержать. Оценить лайком. Ну и, конечно, подписывайся на канал, если еще этого не сделал. Видосы все-таки выходят каждый день. Не забывай про нашу телегу, если не работает, тогда Макс Печка ТВ. Уникальный контент выходит каждый день. Чат, розыгрыши, скучно точно не будет. И никогда ничего не пропустишь. Ничего себе, ни одного крокодила у меня по базе не бегает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Увидимся на стриме. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей дворов, но рядом с ним все равно бы музыку чувствовал даже в шуршании старых дворов.